Всем доброй ночи. Сплетни. Мне кажется, это слово говорит о многом. Сплетничают о тех людях, которые впереди, которые вызывают зависть, которые чего-то достигли в своей жизни. И по мнению толпы, они удачливые. Как правило, подобные люди, они считают, что успех и взлет другого человека – это всего лишь счастливое стечение обстоятельств. Ну, просто вот повезло незаслуженно. Как обычно говорят, да? Ой, замухрышка, что в ней там такого, что этот парень в нее влюбился? Или за что ей эти все уважение, там, почет? Ну, понятно, как она свое место получила, через постель. Ну, вот если женщина за рулем дорогой машины, ну, понятно, как оно тебе досталось. Люди, которые не стремятся ни к чему, люди, которые не способны работать день и ночь, много стараться, много отдавать здоровья, времени. Как правило, эти люди пытаются обнулить заслуги других для того, чтобы им самим стало легче, чтобы они перед своими глазами поднялись, то есть не чувствовали себя таким уж ничтожными. И поэтому, если у человека есть хорошая должность, то наверняка это через постель получено. Если женщина приобрела имущество, если она старается, работает, ну, понятно, там какие-то богатые ухажеры, хахали, как их там называют. А как же еще? А как еще женщина может чего-то добиться, если только так? То есть люди, которые сами ничто и не обладают талантами. Вы знаете, даже бездарный человек, если он очень работящий, работоспособный, даже бездарный человек способен подняться в этой жизни, многого добиться, если он очень много над собой работает. Просто он берется за ту работу, за то дело, которое ему по плечу и по уму. Так вот, сплетни. Если о вас сплетничают, значит, вы чего-то стоите. Это первое. Если о вас сплетничают, значит, ваша жизнь интересна, а их жизнь нет. Как-то я прочитала такую цитату. Лучше жить в центре своей жизни, чем на краю чужой. Вот очень многие живут на краю чужой жизни, понимаете? Следят за чужой жизнью, смотрят за деятельностью другого человека. И они, по сути, всю свою жизнь и жизненную силу и энергию отдают другому человеку, потому что они заняты жизнью другого человека, но не своей жизнью. Однако бывает, что хочется иногда наказать, приструнить сплетников. А не всегда люди, например, если кому-то дано это видеть, это одно. Но есть люди, которым не дано видеть, понимать, кто их друг, кто их враг. И, естественно, эти люди не сразу распознают, скажем так, человека опасного, двуличного, который завтра с легкостью их предаст. Чтобы понять, кто друг, кто враг, зачастую приходится прибегать к магии. Вот издревле были такие различные, скажем так, методы выявлять людей, которые против тебя, которые замышляют против тебя, которые пытаются тебе навредить. И как получалось, что, ну вот, например, когда отправляют порчу обратно, человек, который сделал, ему становится плохо, и так вычисляли, кто это мог сделать. Оно возвращалось стократным ударом обратно, и люди понимали, что вот наказание
вернулась, значит, этот человек сделал. Иногда приходили, скажем, к знающим женщинам в селении, и те говорили, что вот в таком-то углу дома или в каком-то там, в каком-то месте или перед домом захоронено что-то. Прям описывали, что там могло быть, и находили это все. И они говорили, если ты это захоронишь или кинешь в воду, человек, который сделал, умрет. И знаете, на моей памяти много было таких случаев, когда находили то, что было сделано, действительно закапывали, кидали в воду, и внезапно умирал близкий родственник. Вообще вот от кого никто не ожидал такого, за короткое время просто сгорал человек и уходил. Вот этот метод тоже проверенный мной. Я, изучая вот эти вот старинные архивы, книги, я нашла некого духа, то есть узнала, обнаружила там дух Абира, женский дух. Восточное имя очень похоже, да? Так вот, Абира – это некий дух, который вселялся в человекоподобные создания. В куклу, которую мастерили, соломенная кукла, матанка могла быть, только там должны быть нарисованы глаза, то есть черты лица. В наше современное время можно в куклу ее поселить, но женскую куклу, то есть это должна быть девочка. Не чертик, не там корова или птица, а именно девочка, женщина. Абира – это дух, о котором узнали римляне во время их походов, когда покоряли восточные народы, страны, и очень много оттуда привели и традиции, и обычаи. Даже Артемиду Эфесскую взяли они из восточных традиций и назвали почему-то Артемидой, хотя к той самой Артемиде, которая Диана, да, богиня охоты, она никакого отношения не имеет. Очень многое с Востока было приведено божеств и поверий, и названий, и прочее. Так вот, если нужна была моментальная помощь, быстрая, призывалась эта сила, дух женского рода, Абира. Она помогала преодолеть трудности. Но поскольку она помогала от врагов, я составила как-то такой заговор, обращение к ней. И мы этот заговор испробовали, наверное, лет 11 назад. Была женщина, которая работала в женском коллективе, и просто ее вот доставали все время этими сплетнями, она все время подслушивала. Есть люди, которые очень чувствительны к этому, знаете. Есть те, которым вообще плевать. Есть люди, которым наоборот нравится, чтобы они сплетничали, говорили. Они знают, что им вслед что-то скажут, и они нарочно, намеренно делают нечто такое, чтобы когда они уйдут, их обсуждали. Знаете, и такие есть люди. Это люди, у которых появился иммунитет от сплетен. То есть они прекрасно осознают, что если они сейчас в таком ярком виде появятся, обязательно после них будут сплетни. Кому-то там, кто-то будет шокирован, кто-то в обморок упадет. Но они любят это делать, потому что они питаются вот этой энергией сплетен. Сплетен, разговоров. Это их питает. Вот нравится людям. И такие люди сейчас, например, вот эти тиктокерши, да, все время появляются в каких-то непонятных образах, все время там в скандалах каких-то замешаны. Это люди, которым нравится постоянные сплетни, постоянное обсуждение их персоны. Им нравится. Но, с одной стороны, конечно, иногда нужно так преподавать урок сплетницам, как-то показывать им свое безразличие и посмеяться над ними. Но особо увлекаться этим не следует, то есть посвящать себя тому, чтобы каждый раз кого-то шокировать, тоже не стоит, потому что вы превращаетесь, по сути, практически как они. Вот точно так же живете тем, что постоянно пытаетесь вот привлечь внимание
какими-то интригами, скандалами и все прочее. Это неправильно. Но есть такие люди, собственно говоря, это их жизнь, и без сплетен, без скандалов они не представляют свою жизнь. Вот один такой товарищ нам очень известен, да, тот самый Джигурда, который вот, если где-то появляется, это настолько уже наигранно, так смешно, он там за каждое слово готов идти драться, что ты сказал, не так посмотрел на меня. То есть это видно, что человек уже настолько обнулен как профессиональный, как человек, что он единственная вот эм, возможность дать о себе знать и напомнить, это вот постоянные сплетни, интриги какие-то, драки и все такое. Это не нужно делать. Но иногда нужно ставить людей на место. Если вы не хотите их прям вот так ставить на место, я, например, ставила на место тем, что говорила в лицо. Я проходила, ты про меня сплетничаешь. Что ты свой рот открыла? Могла, конечно, это вот все. Но есть другой вариант. Как сделать так, чтобы люди, которые о вас сплетничают, все время наказывались? И когда они будут постоянно наказываться, они просто будут бояться впредь о тебе говорить. Так вот, в этом женском коллективе эта женщина все время подвергалась этим сплетням, этим шушуканьем. Ей было очень неприятно, как бы больно, это причиняло ей боль, и она все время нервничала, переживала из-за этого. Ну, есть люди чувствительные, сколько хочешь, говори, не обращай внимания, не разговаривай, не смотри в их сторону, не слушай. Все равно они будут такими. Вот натура человека такая, чувствительный человек. И я для нее специально составила вот этот заговор и сказала ей, что ей нужно купить куклу. Хочу вам объяснить. Некоторые спрашивают, а вот откуда такие знания, а вот как вот? Вы понимаете, что вот э, какая-то часть, да, она найдена, то есть изучена в течение жизни. Это книги, это другие источники знаний, это люди, которые делились своим опытом. Но основная часть знаний человека, то есть человека силы, ведьмы, это духовный мир. Они нас учат подсознательно. Это невозможно объяснить до конца. Вот я возьму солому, сажу и скажу, вот как уходит этот дым, так, чтобы там твоя головная боль ушла. И она уйдет, эта головная боль. Может, нигде так не написано, а может, есть такой метод. Я там возьму камень, проведу по голове человека, скажу, пусть этот камень вбирает в себя там всю твою боль. Камень вбирает в себя эту боль, лопается, трескается, и боль проходит. Откуда я знаю? Не могу объяснить. Поэтому и здесь не могу объяснить. Вот так мне пришло, что так надо делать. И оно начало работать. Итак, я ей посоветовала купить куклу маленькую, заговорить эту куклу, отнести на работу. И каждое утро, когда она приходила на работу, там переодевалась и прочее, начитывала на эту куклу 6 раз и шла работать. И вы знаете, в течение дня то одной становится плохо, то второй. Одна вообще в столовой поперхнулась, еле откачали. У другой давление поднялось. Потом одна упала, ногу сломала, 3 месяца ее не было. Одним словом, через некоторое время перестали они сплетничать. Вообще говорить, были к ней очень осторожны. Одна уволилась, сказала, что у нее невыносимые условия. Ну, не может человек сплетничать, плохо становится. Для нее это невыносимо. И в конце концов от нее отстали. Больше к ней не подходили, больше никаких доносов на нее не было нигде. И я решила вот сегодня, точнее этой ночью, снять видеоролик и вам подарить этот ритуал. Абира. От сплетен. Наверное, так и назову. Абира проучить сплетника, да, что-то в этом роде. Это дух, который приходит, вселяется в эту куклу
и начинает наблюдать. И как только ваше имя произносится, о вас слово говорится, она их наказывает. Им становится плохо. То есть вы как бы с ней заключаете некий договор. Вы даете этой силе возможность прийти в этот мир, вселиться в это тело куклы, а эта сила помогает вам справиться со сплетниками. Дело в том, что в мире богов и духов есть очень много законов, которые они нарушать не вправе. Иначе мироздание рухнет. Это догматы. То есть это то, что никак нельзя ни переделать, ни заменить. Должно быть так, как есть. И согласно этим законам, определенные духи не имеют права прийти в мир людей, пока люди их не призовут. Пока люди не проведут какие-то ритуалы. Они не смогут, не вправе влезть в мир людей. Теперь вопрос, а если много людей вот с этой куклой будет проводить, ведь это дух, как он может во все эти куклы вселяться? Понимаете, это силовое поле. А в силовом поле находится огромное количество духов. И вы призываете силовое поле, и оттуда приходят посланники. Вот как, например, Фортуна. У вас есть статуя Фортуны у сотни тысяч людей, и что каждому отдельно Фортуна приходит? Нет. От Фортуны приходит посланник, сила, которая вселяется в нее, остается в вашем доме. Чем чаще вы обращаетесь, вы же не к статуе обращаетесь, ведь не статуя вам помогает. Статуя это что? Это состоит из камня, зачастую искусственного камня, да, металла и прочих материалов. Это не камень и металл вас слышат. Вы просто тем самым создаете силовое поле, некий портал, как дорогу открываете этим силам. И от Фортуны, которая одна, единственная сила, большой эгрегор, богиня, она отправляет своих посланников. И поэтому сотни тысяч людей могут просить, и всех она услышит, и всем поможет. И могут просить в одно и то же время, в разное время, неважно. Не она лично спускается к каждому из вас. Она отправляет своего посланника, свою силу туда. То же самое здесь. Итак, берете куклу. Можно обычную куклу. Ну, постарайтесь такую не детскую, а более так взрослую, что ли, красивую, интересную куклу. Чтобы она притягивала взгляды, чтобы на нее смотрели. Можно ли ее прятать дома? В принципе, можно, но желательно, чтобы она стояла на видном месте. Вы можете и дома это делать. И люди, которые к вам плохо относятся, перестанут к вам ходить. То есть они будут приходить, потом уходить, что-то говорить, сплетничать, и вы поймете, на самом деле, они говорили о вас или нет. Если после ухода от вас человеку стало плохо, или что-то у них дома случилось, там конфликт, или какая-то там катастрофа, ну, не сильная в любом случае, что-то случилось, знаете наверняка, что этот человек от вас вышел и начал там сплетничать. И, собственно, тут же его шваркнули, говоря по-русски. Заговор следующий. Да, перед этим скажу. Один раз наказывают, второй раз наказывают, третий раз наказывают. И в конце концов человек перестает о вас говорить. Начинает бояться произносить ваше имя. А такое бывало. Вы, может быть, слышали, ой, она такая, да ну не будем о ней говорить. О ней, как говорим, что-то плохое случается. Вот об этом и речь. Точно так же, как, например, когда я читала мистические истории, говорили о том, что пошли яблоки воровать, а там сзади как будто кто-то был, хотя никого не было. То же самое. Поставлена защита. Защита имеет разные формы, разные виды защит есть. Люди, которые занимаются садом и огородом, там, и этим кормятся, они защищают, читают, начитывают, чтобы воров не было. Люди, которые там продают скотину, этим живут, они начитывают, чтобы они не болели, чтобы не воровали их и так далее. Понимаете? На все есть защита. Если человек знающий, если человек
интересуется этим, если человек находит определенные там книги, каналы умных людей и оттуда берет и для себя начитывает, то его имущество, естественно, под охраной духов. Итак, заговор. Абира, Абира, ты не с этого мира, ты из мира духов. Приди, Абира, из параллельного мира. Гляди каждому в глаза, читай их мысли, следи за их словами. Кто меня худым словом поминать станет, того поп в церкви живым помянет. К тому в дом черный бес заглянет, того сила злая мучить станет. Мука его до костей достанет. Будет бить и терзать, доколе от меня не отстанет. Абира, Абира, ты не с этого мира. Сплетника крути, сплетника верти, сплетника проучи. Заклинаю. Абира, Абира, ты не с этого мира. Ты из мира духов. Приди, Абира, из параллельного мира. Гляди каждому в глаза, читай их мысли, следи за их словами. Кто меня худым словом поминать станет, того поп в церкви живым помянет, к тому в дом черный бес заглянет, того сила злая мучить станет, мука его до костей достанет. Будет бить и терзать, доколе от меня не отстанет. Абира, Абира, ты не с этого мира. Сплетника крути, сплетника верти, сплетника проучи. Заклято. Абира, Абира, ты не с этого мира, ты из мира духов. Приди, Абира, из параллельного мира. Гляди каждому в глаза, читай их мысли, следи за их словами. Кто меня худым словом поминать станет, того поп в церкви живым помянет. К тому в дом черный бес заглянет. Того сила злая мучить станет, мука его до костей достанет. Будет бить и терзать, доколе от меня не отстанет. Абира, Абира, ты не с этого мира. Сплетника крути, сплетника верти, сплетника проучи. Заклинаю. Можете ли вы эту куклу взять, например, едите там куда-нибудь на свадьбу, к большой родне, или к своей, или к родне мужа, и вот не хотите лишних сплетен, грязи, можете ли вы взять эту куклу, начитать и там все время читать, чтобы никто не смел вам что-то плохое говорить? Посмеют, конечно, но будут наказаны. Можете. Эту куклу можете показывать, можете не показывать, но желательно, чтобы она была на виду. Тогда она работает в полную силу. Но если она не на виду, она работает, естественно. То есть, если кукла на виду и вы начитываете, то сплетнику может стать плохо. Сердцем, например, отвезут на скорой. Если она не на виду, то у нее, может быть, онемеет шея. Понимаете? Наказание будет не такой грозный, как, например, в первом случае. В любом случае оно будет. Попробуйте, проучите тех, кто про вас говорит гадости. Чем чаще будут говорить, тем хуже им. Еще есть долговая грамота. Тоже очень, кстати говоря, полезная вещь. Всем удачи и всех благ.